Что он думает сегодня о вас, ваш любимый мужчина? А может быть и нелюбимый мужчина. Может быть тот, кого вы ненавидите всеми фибрами своей души. Подумайте о нем, произнесите его имя. Можно шепотом, можно вслух, а можно в уме. И мы приступим к вашему раскладу. Я приветствую всех, кто зашел на это гадание, моих уважаемых гостей, зрителей, многоуважаемых подписчиков канала. С вами ваш личный таролог Анна Зверева. И это ваш расклад о любимом или нелюбимом человеке. Работает для вас сегодня колода Мадам Ленорман, астромифологическая колода Ленорман. Много смуты в душе у этого человека, и смута вот думает все-таки о вас, все-таки он думает о вас. Смута не потому, что вы что-то не так сделали, а смута потому, что есть кто-то еще в его жизни. Это может быть женщина, другая женщина, с которой у него есть отношения, но эта другая женщина может быть и его мать, или любой другой человек, который имеет на него влияние. И если бы не было вот этого промежуточного звена, если бы не было этой женщины, его чувства расцвели бы, и его бы ничего не смущало. А сейчас он не может не раскрыться. Сейчас он не может сделать хотя бы первый шаг навстречу вам. Откровенный шаг. Что за женщина? Эта женщина может быть из его прошлого, с которой у него был не очень хороший опыт. Эта женщина может быть в его настоящем. У кого-то из вас откликнется такая ситуация, которая не пускает его и обвила его, как этот, забыла на русском, ствол этого дерева, и просто давит в своих тисках. Но эта женщина может быть и его мать, его сестра, или просто важный человек в его жизни. Для него сейчас вы стоите на первом месте. Для него сейчас, в его сердце сейчас живете только вы. Но если любовь, есть любовь. Можно сказать, что вы значите для него все. Вы его жизнь, вы его воздух, вы его смысл жизни. Но вот это но, обвившее его, как змея ствол дерева, не дает возможность сблизиться с вами. Причем вот то, что сейчас я вижу, вы можете быть вместе, у вас может быть все замечательно и все хорошо, но вы так думаете. Но есть нечто такое, что мешает ему быть с вами одним целым. В его жизни вообще есть только один человек, и этот человек вы. Хорошо видно, что все, что он хочет сделать, и все, что он хочет делать каждый день, это находиться рядом с вами. Если между вами давно не было контактов, если между вами давно не было коммуникаций любого рода, очень скоро вы получите известие, очень скоро вы получите письмо. Но дело в том, что письмо это или известие это не очень-то вас и порадует. Потому что смысл письма будет, смысл переписки, смысл сообщения может быть, он будет несколько заносчив. Вот странно, почему такой заносчив?
Просматривается тенденция, что из этого письма вы сделаете вывод, что человек хочет с вами расстаться. Как-то не такое известие вы ждали от этого человека, не то, что вы получите. Вы хотели бы, наверное, что-то более интересное для вас, более приятное вам, но, увы, нет. Общение будет несколько поверхностным и несколько холодным. Почему будет такое общение? Потому что у него сейчас проблемы, причем очень большие проблемы, опять-таки, с этой же женщиной, и проблемы эти завязаны на финансах. У кого-то, возможно, отыграется момент, когда эта женщина будет тянуть из него максимум финансов, максимум денег для каких-то своих целей, совершенно неважно для каких. У кого-то из вас отыграется момент, что просто у человека сейчас нет денег, потому что, и у каждого из вас будет свое, потому что, точнее, у каждого из ваших мужчин будет свое, потому что. И проблема заключается в том, что у него просто нет другого выхода. Ему нужно решить этот финансовый вопрос. Ему нужно решить финансовую проблему. Если он сейчас остановится на том, что у него есть, и на том решении, которое сейчас максимально, возможно, ему подходит, он не то чтобы будет в проигрыше, у него жизнь повернется в обратную сторону. Это оттянет его на много шагов назад. Возможно, человек не свободен, может быть, у него семья есть сейчас, или у него есть обязательства какие-то. Их нужно решить, эти обязательства нужно закрыть. Ну, скажу так, что здесь прослеживается ситуация, что он понимает, что если он не закроет эти обязательства, он придет к вам нечистым. С одной стороны. То есть будет что-то, что будет мешать все равно вашим отношениям, вот этот груз обязательств. И это, наверное, главная проблема, особенно если человек иногда молчит, вот мужчина, он замолкает, о чем он думает, вообще никому не известно. И, как правило, мужчины не говорят свои мысли вслух. Вот это главная причина некоторых его молчаний, некоторых, может быть, даже недомолвок в каких-то моментах. Ну ладно, давайте посмотрим, вот действительно мысли его, что у него сейчас в голове. Ой, он ждет встречи, он хочет быть рядом с вами, он хочет избавиться от всех проблем и от всех расстояний, которые сейчас вас разделяют. И эти расстояния могут быть реальные, физические, скажем, другой город, другая страна. И эти расстояния могут быть и морального характера, ментального характера, да, когда вот эти недомолвки, он не может сказать, он никогда об этом не скажет, он никогда об этом не скажет. И понимает, что, может быть, вы как-то неправильно реагируете из-за его молчания, он не может сказать, не хочет он грузить вас своими проблемами, он считает это неправильно, но быть рядом с вами, находиться рядом с вами он очень хочет. Очень страдает от того, что это расстояние существует, что это расстояние не ушло. Планирует приезд. Вот видите, планирует поездку, планирует встречу, планирует общение. Но есть одно но. У него вряд ли получится в ближайшее время быть рядом с вами, особенно у тех, кто сейчас на расстоянии. Если вы не на расстоянии и вы вместе сейчас, то откровенности в этом случае не будет. Опять-таки, вроде бы будет потепление какое-то в отношениях, вроде бы будет все налаживаться, вы будете это чувствовать, вы будете это понимать, но потом раз и все отрежет совершенно таким, знаете, резаком, сразу повеет холодом и все вроде бы вернулось назад. Почему будет так? Потому что он останется вот в этом моменте, когда все начнет налаживаться, когда все начнет вставать на свои места, и уже вы, может быть, вздохнете облегченно, нет, еще возникнет какой-то вопрос, еще возникнет какая-то ситуация, которая его ограничит в его действиях. Если у человека есть развод, или он планирует развод, развод не состоится. Если человек планирует приезд к вам, приезд не состоится. Если вы живете вместе и
просто что-то не налаживается, возникнут обстоятельства очень серьезного порядка, из-за которых ему придется отбросить всю эмоциональную составляющую, всю романтическую составляющую, настроение сразу упадет, и он начнет действовать не в вашу сторону. Вы для него в этот момент можете стать в каком-то смысле даже и обузой. Давайте почувствуем, посмотрим, какие ощущения. Вы знаете, вот потеря, ощущение того, что он вас практически потерял. Вот как бы я тут ни старалась сейчас, да, историю сделать такую, что у вас все хорошо, что у вас все, что вы вместе. Здесь нет истории, я вам честно скажу, что вы вместе. Но все-таки, учитывая в тот момент, что у нас общий расклад, это тоже нельзя исключать. Здесь история, что как-то у вас не ладится все, что как-то у вас все не очень хорошо. Если говорить о чувствах его, вот ощущение того, что потерял что-то очень-очень важное в своей жизни. Это потеря, которую невозможно будет восполнить, если он ничего сейчас не сделает, если он ничего не начнет предпринимать хоть какие-нибудь шаги и какие-то попытки. Но есть очень мощный, очень сильный враг, враг его, который не дает ему это сделать. Ему нужно победить этого врага. Опять-таки возвращаемся, это может быть вот эта сильная женщина, сильный человек, который мешает, который давит его своим, я не знаю, своим контролем, может быть, в каком-то смысле. Но стремление победить этого врага есть. Давайте достанем одну карту, посмотрим, победит ли. Вот у меня ощущение такое, вот идет такая информация, что здесь не его, он вообще ничего не может сделать сам. Ощущение такое, что это магия может быть. Может быть, какие-то магические силы ему мешают победить этого врага, потому что его сил его характера, сил его мужских у него предостаточно. Но как только он начинает одерживать победу над этим своим врагом, его личным врагом, тут же все, знаете, как в Терминаторе, начинает все склеиваться обратно. Что бы он ни делал, как бы он ни разрывал, кто-то его притягивает обратно в это болото, в эту трясину, и он понимает, что для него это болото и трясина, но он не может вырваться из него вообще никак. Вот что бы он ни делал, он разорвал все связи, он разорвал все узы, он все разорвал, но опять его туда тянет, он не хочет. Его притягивает туда что-то, и он ничего с этим не может сделать. Я думаю, что здесь реально действительно нужна какая-то магическая помощь, причем не для того, чтобы этого человека к себе, к вам, да, притянуть, и не для того, чтобы он был с вами, а ему просто нужна магическая помощь для того, чтобы он мог избавиться от этих уз, от этого магнита, противостоять которому он физически не может. При том, что он очень сильный человек. Он не может физически этому противостоять. Это карта мага. Это карта магических воздействий. Давайте посмотрим, удастся ли ему самостоятельно от этого избавиться. Хватит ли ему сил, его собственных сил. Нет, к сожалению, его собственных сил избавиться от магического воздействия ему не хватит. Ему нужна помощь хорошего специалиста. Это все, что я могу сказать. Я хочу посмотреть, есть ли вообще в ваших отношениях, скажем, какая-то перспектива, будущее, неважно, какое оно будет, плохое или хорошее. Карты сейчас скажут нам, какое будущее у вас есть. Мы не смотрим сейчас всю эту историю с магией, да, вот опускаем это все. Звезды ли, Вселенная ли, благоволит ли вашему союзу, если он будет чист, и вы будете чисты. Нет.
В любом случае нет. К сожалению, Вселенная не благоволит этому союзу, потому что этот человек в вашей жизни нужен был для того, чтобы вы могли узнать от него всю правду о себе. Даже если вы его сейчас любите, и даже если ваше сердце принадлежит полностью этому человеку, это не ваш человек, и причем вот сейчас хочу сказать, неважно, вы сейчас в паре или не в паре. Есть такие моменты, которые лежат на поверхности для того, чтобы мы ими воспользовались и потом вытащили то, что лежит в глубинах. А что лежит в глубинах? А в глубинах лежит новая встреча, в глубинах лежит новая любовь, в глубинах лежат свадебные подарки. То, что здесь у вас было и то, что здесь у вас происходит, это ваша судьба. Но это промежуточный этап, который вы должны пройти были для того, чтобы научились себя ценить, для того, чтобы научились себя любить, для того, чтобы понимали, что кто-то заслуживает прощения и понимания. То есть этого человека вы в любом случае должны простить и понять. Но не идет речь о том, что вы должны к нему вернуться. Если вы научитесь прощать других людей, вы научитесь прощать себя. В этом цель этих отношений. Научиться прощать себя. Для того, чтобы пришел в вашу судьбу человек, который подарит вам счастье. Чтобы пришло в вашу судьбу настоящее, безусловное и безоговорочное счастье. Что вас ждет без этого человека? Если вы не замужем, вас ждет брак. Без этого человека вас ждет новая жизнь и вас ждет новая любовь. Еще раз карты нам подтвердили ту информацию, которая была перед этим. Дорогие мои, у меня для вас все на сегодня, и у меня для вас все по этому вопросу. Я желаю вам любви, и я желаю вам счастья. Храни вас Бог, и до скорых встреч!